Привет, YouTube! В прошлом видео я рассказывал, как приручать различных животных, чем их кормить, какие там есть нюансы, можете посмотреть вот здесь по всплывашке сверху. Ну а сегодня я расскажу вам, как сделать настоящую ферму кабанов с бесконечными кабанами, с бесконечным мясом и кожей. Поехали! В прошлом видео я рассказывал, что кабаны боятся огня на расстоянии 12 метров, точнее 10 метров от него. То есть, чтобы кабан не боялся огня, нужно вашу ферму кабанов, ваш вольер держать в 12 метрах от огня. И также я рассказывал, что если сделать обычный вольер на земле с кабанами, то рано или поздно они прекращают плодиться, потому что в Вальхейме есть лимит на количество кабанов, на рождение кабанов в области. Этот лимит прекращает действовать на 10 метрах, то есть если огонь на 12, то рождение кабанов становится возможным на 10 метрах. Получается, нам нужно сделать так, чтобы рождающие новых поросят кабаны никак с этими поросятами не контактировали, чтобы не прекращался лимит по рождению. И как же это сделать, мы с вами сейчас и посмотрим. Для начала нам нужно будет построить 3 вот таких вот столба из цельной древесины. Для краткости я буду строить все в креативном режиме, чтобы это не занимало много времени, но в своем основном мире, где я играю, я справился с этой постройкой, ну, минут за 20-30 максимум, наверное. Вот, и вы, когда тоже будете строить, я не думаю, что у вас возникнут проблемы со строительством строительных лесов, вот так вот вокруг там, ну, или как вы хотите, там, как вы обычно строите высокие постройки. В общем, в этом нет ничего сложного. Для начала мы строим 3 вот таких вот столба. Затем мы берем одинарные вот эти вот метровые балки и сделаем имитацию 2-метровой балки. Затем мы поставим здесь еще по одиночной балке. Поставим еще 1-метровую вот сюда. И дальше возьмем деревянную полустенку. Вот такую. Вот эта вот балочка как раз была нужна, чтобы поставить вот эту деревянную стенку именно здесь. И делаем вот такой вот квадрат. Ничего сложного, и в принципе на самом деле вообще-то все готово. То есть в креатив режиме это строится за 2 минуты, вот, но в обычной игре вы будете, как бы, пока будете подниматься, это займет какое-то время у вас. Вот, но это на самом деле самая простая часть, а дальше будет немножко посложнее. Вот у вас есть 2 уже прирученных кабана в вашем вольере, и почему же посложнее? Потому что нам нужно вот этих вот 2 кабанов каким-то образом загнать вот туда. Чтобы это сделать, мы с вами сейчас будем строить с самого верху соломенные крыши. То есть это будет такой, получается, трамплин, по которому мы будем загонять наверх наших кабанов. Трамплин будет, естественно, довольно быстро ломаться, поэтому для него нужно будет построить много подпорок. Поэтому запаситесь терпением и деревом. То есть я даже в креатив режиме не успеваю все это построить. Давайте я просто на глаз буду это делать. Что ж, у нас получилась вот такая вот конструкция. Не волнуйтесь, что она такая страшная, потому что потом, когда вы загоните туда наверх своих кабанов, вы вот это все можно будет снести абсолютно и как бы не париться. То есть вот этот вот трамплин, он как бы тут не останется, не будет занимать место и не портить вид. Что нам теперь нужно сделать? Теперь, когда у вас есть вот этот трамплин, нужно просто наверх будет загнать ваших кабанов из вашего вольера, в котором они находятся. Сделать это абсолютно несложно. Просто надо будет провести им дорожку. Вот. И здесь по краям этого трамплина, по краям этой дорожки надо будет сделать заграждение, чтобы ваши кабаны не упали. Да, я вот здесь вот еще сделал дополнительные стенки, чтобы можно было спокойно загнать кабанов. Их тоже можно будет потом убрать. И теперь, когда мы построили все заграждения, мы можем спокойно и просто наших кабанчиков по этому трамплину вверх быстренько дотолкать. И вот сюда вот так вот вниз их скинуть. Так, 1. И сейчас мы второго тоже туда загоним. Когда вы их туда затолкаете, они могут как бы один друг на другого встать, поэтому надо сделать так, чтобы они были максимально снизу, причем оба. То есть, чтобы один кабан на другом не стоял. Когда вы убедились, что кабаны никуда не убегают, все, они там плотно внутри сидят, нам нужно как-то удобно их кормить. Для этого мы берем вот такой вот одиночный брусочек и, целясь посередине, ставим его, то есть тут нету привязки, мы просто на глаз это делаем. И вот здесь вот посередине ставим вот эту балочку
метровую. Затем берем стенку. И также на глаз, также посередине делаем вот так вот стенку. И, собственно, все. Теперь мы просто направляем нашего персонажа вперед и кидаем стак морковки, который приземляется ровно посередине. И кабаны будут его кушать и спокойно производить потомство. Здесь внизу мы сделаем вот такой вот вольерчик, и нам осталось только подождать, когда наши кабаны будут производить первое потомство. И вот первый поросенок уже приземлился, как видите, ничего с ним не случилось, так они продолжат производить нам маленьких кабанчиков, в принципе, до бесконечности. Теперь вот эту всю страшную конструкцию можно со спокойной душой убрать, и теперь можно построить просто какую-нибудь лестницу вот так вот вокруг этого столба наверх, чтобы когда там закончится морковка, вы смогли подняться и положить кабанам новый стак. Но я рекомендую просто сделать два портала, один наверху и один внизу. Только надо их так расположить, чтобы вы выходили к кабанам напрямую, а они вниз падали. Вот, поставить просто два портала и спокойненько заходить в портал и перемещаться, чтобы долго не лазать по этой лестнице, а просто перемещаться сразу наверх. Вот так вот выглядит моя ферма кабанов в моем мире, и вы можете видеть, насколько это действительно эффективно. Если собираетесь строить еще одну такую, то не забудьте о правиле 10 метров, то есть чтобы еще одна такая вышка стояла от вашей первой вышки в районе 10 метров. И также я вам советую строить такие фермы-вышки в более-менее безопасном месте, потому что если на вашу базу нападет, допустим, тролль, то, скорее всего, он с одного удара сломает эту вышку, и вам придется делать все заново. Ну а на сегодня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки или дизлайки, если вам не понравилось. Подписывайтесь обязательно на мой Twitch, там проходят прямые трансляции каждый день в 6 вечера по Москве. Приходите к нам в Discord, в группу ВКонтакте, будем общаться. Все ссылки, как всегда, будут в описании. И увидимся в новых видео.